Турция решила нас все-таки выгнать. Отказали в ВНЖ, заблокировали счет с моими деньгами, а у меня там, между прочим, 300 баксов было. Говорит жене: извините, вы не можете лететь. Ну, по-любому из-за того, что мы русские. На нас смотрели все как на... было не очень. Они реально потеряли мой чемодан. Пролетели 3 континента за сутки. Это полная жесть. Привет, меня зовут Максим. Сегодня в видео я покажу вам, как мы с беременной женой улетели из Анталии в Аргентину, какой штраф мы оплатили за 4 месяца нелегального пребывания в Турции, расскажу, почему мне заблокировали счет в банке с моими деньгами. Также вы узнаете, какое было отношение сотрудников турецких авиалиний к нам, когда мы покидали страну. В конце вы узнаете несколько лайфхаков, которые помогут вам, если вы решитесь улететь из Турции, как мы. Так, сейчас 6:46 утра, 29 августа, 23 год. Вот мы уезжаем из Анталии до Стамбула, из Стамбула в Адис-Абебе, это Эфиопия, из Адис-Абебы в Сан-Паулу, Бразилия, а потом уже в Аргентину. Поэтому мы в предвкушении этого длительного и долгого и интересного перелета. Так что удачи нам, мы погнали! Утро началось. Я поспал 2 часа, вроде только открыл глаза, а уже сижу в трансфере и еду в аэропорт. Вроде только прилетел в Турцию, а уже улетаю навсегда. Приехал в аэропорт Анталии, заплатили за трансфер 700 лир. А теперь чекинимся, сдаем багаж и ждем наш самолет до Стамбула. Друзья, наконец-то мы в аэропорту. Мы сейчас отправляемся в Стамбул из Анталии. В Стамбуле у нас будет долгая пересадка и только ночной рейс. Сейчас время 12 еще часов дня нету. Вот, полетим ночью, полетим через Эфиопию, через Адис-Абебе. Дальше мы летим в Бразилию, в Сан-Паулу, и потом с Бразилии мы летим в Буэнос-Айрес, в Аргентину. Вот, не выспались, поспали 2 часа, наверное, с женой, очень долго собирали вещи, очень много вещей, переезд все-таки надолго, поэтому мы по 2 чемодана у каждого, плюс еще по 2 ручных ладьи. У нас много техники, мы много снимаем, поэтому у нас много всякой там аппаратуры. Все это очень весит много и очень неудобно в перевозке. Тем не менее, у нас получилось так, что туркиши нормально приняли наше огромное количество чемоданов. Да, туркиши реально не страдали такой фигней, как авиакомпании в России, где за каждый килограмм просят оплату. А у нас было 4 больших чемодана, и каждый был с перевесом по 1,5-2 килограмма. И ничего, здесь все прошло успешно, но дальше будет веселее. Мы сели в самолет, но к нам сразу же подошел стюард и говорит: извините, вы не можете лететь на этом месте. Оказывается, беременным женщинам нельзя садиться у аварийных выходов. В итоге нам пришлось пересесть, хотя мы заплатили за эти места. Телевизор? Так, друзья, мы сели в Аэробус 321, если вам это что-то о чем-то говорит, то круто. Если нет, то просто обычный внутренний перелет с Анталии до Стамбула. 1,5 года здесь протусовались, ни разу не были в Стамбуле. К сожалению, даже не будет возможности там погулять, но у нас там около 10 часов или даже 12 часов будет пересадка. Поэтому аэропорт мы посмотрим очень внимательно. И вот, вроде все окей. Зрелище захватывает дух и закладывает уши. Прощай, Анталия, увидимся не скоро.
go, money talk. Here comes the money, 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 money. В целом пролет проходил нормально. Даже удивило, что принесли перекусить бутерброд с сыром и соком, при том, что лететь всего 1,5 часа. Кстати, на турецком языке приятного аппетита будет «афет олсун», но если по отдельности перевести два этих слова, то будет переводиться «здоровье и будет как будет». Звучит так себе, если честно. Спустя 1,5 часа легчайшего перелета мы прилетели в Стамбул. Так, ну что ж, друзья, мы наконец-то приземлились в Стамбуле. Сейчас мы будем получать наш багаж и ждать нашего рейса в Африку. Почему нет? Африка — это прекрасно. Кстати, аэропорт совсем новый и просто гигантский. И он уже входит в топ-15 самых крупнейших аэропортов в мире. They hate when you elevate. They're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. They feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. Ну что, настала игра в русскую рулетку. Вы тоже переживаете, когда ждете свой багаж. А вы знаете, над чем переживать? Во-первых, он может прилететь, но не вам. Во-вторых, он может прилететь, но не сегодня. В этот раз все было отлично, и я дождался своего багажа. После того, как мы забрали наш багаж, у нас сразу же встал вопрос об оплате штрафа за нелегальное пребывание. Просто без этого нас бы не посадили в самолет. Мы уже знали, что оплатить можно только кэшем, и подготовили примерно 3000 лир за двоих. Это $110 на тот момент. И вот мы получили посадочный талон и направились в Гёч. Он, кстати, находится в терминале А в самом начале аэропорта. Отдали посадочный сотруднику и уже приготовились раскошеливаться с грустными глазами. Но сотрудник неожиданно для нас решил простить нам штраф. Мы приятно удивились и в спешке пошли закидывать деньги обратно на карту, чтобы ими можно было воспользоваться в Аргентине. Но все сложности были только впереди. После этого мы пришли к стойке регистрации на сдачу багажа. Когда мы стояли в очереди на перелет эфиопскими авиалиниями, мы были в шоке от того, что мы чуть ли не единственные белые люди в огромной очереди. На нас смотрели все как на инопланетян, рассматривали с ног до головы. Потом к нам подошел сотрудник, он был турок, и спросил, есть ли у нас виза в Аргентину. Мы сказали, что виза русским не нужна, он ушел, сказал окей. Потом вернулся через пару минут, спросил, на каком месяце жена и есть ли у нас обратный билет. Мы сказали, что есть. Дальше этот парень не угомонился и вернулся еще за пруфами по обратным билетам. Мы показали маршрутную квитанцию. Кстати, билеты мы купили через Тинькофф Путешествия, а перед этим мы взяли кредит у того же Тинькова на 300 000 рублей. План был в том, чтобы купить билеты, показать их и потом сдать билеты и вернуть деньги за кредит. Сомнительно, ну окей. Позже расскажу, удалось нам это провернуть или нет. После этого к нам в очередной раз подошел уже другой, более суровый мужчина и уже начал допрашивать нас. С какой целью мы летим, где мы будем останавливаться, на какое время, сколько у нас денег с собой мы взяли. В итоге мы ему ответили на все вопросы, и он ушел проверять по базе, насколько наши обратные билеты настоящие. В тот момент мы с женой подумали только об одном. Хорошо, что мы их купили, а не сделали фейковые, как советовали блогеры, у которых тоже был перелет из Турции в Аргентину. В итоге мы сдали багаж, даже с перевесом в каждом из 4 чемоданов. Мы ничего не доплачивали. Дожидаемся посадки. Осталось там буквально полчаса, и уже будем садиться в самолет авиакомпании
Ethiopian Airlines и полетим в Аддис-Абебу, это столица Эфиопии. В общем, было очень много сложностей, я их расскажу обязательно по прилету. Сейчас просто делюсь впечатлением. Видите, я вообще помятый, как будто по мне просто прошлись 40 немытых цыган. Очень нервничал, много было нюансов, которые приходилось вот здесь сейчас что-то выкручиваться, придумывать. И, в общем, нам немножко и повезло, и не повезло, потому что был какой-то тотальный контроль, проверка и все такое. Мы немножко ожидали, что будет все на изи, но получилось, что немножко try hard, и мы очканули на самом деле. Мы очканули, жена смеется. Садятся все люди куда хотят. В целом не видно, что люди просто куда пришли, туда и сели, как в автобусе. Интересно. Вот, в общем, мы сидим вдвоем. Наша сумочка. Можно встать, пойти, типа, даже не говорят, пристегиваться или еще что-то. Абсолютно неинтересно. Стоит отметить, что кормили эфиопы потрясающе. Каждый из приемов пищи был очень вкусный и, самое главное, сытный. Так сразу сходу не скажешь, где чикен, а где сырные котлеты. По запаху тоже. Тут галеты. Какая-то шарообразная булка. Пока летишь в самолете, можно посмотреть фильм в оригинале. Я выбрал Гарри Поттера, посмотрел 20 минут и уснул. И вот, спустя 5 часов полета мы прилетели в Африку. Эфиопский аэропорт уже был попроще в сравнении со стамбульским. Кстати, в этот день я как раз узнал, где именно находится Эфиопия, после того, как зашел в Google карты. Предстоял самый длительный перелет в нашей жизни и, наверное, самый важный на данный момент. Мы будем пересекать Атлантический океан и находиться в небе 12 часов. Мы летели так высоко, что кроме слегка голубого цвета и облаков я ничего не мог разглядеть. Очередной прием пищи. И, кстати, когда началась раздача еды в самолете, я был сыт предыдущим приемом пищи. Настолько все очень вкусно и питательно. Однозначно лайк эфиопам. Ну, короче, замерзли немного. Вот так под двумя пледами лежу, сижу. Видите, соседа нету. Здесь у нас помойка. А здесь мы решили одеть местные носки, которые нам дали. Обратите внимание, нету пятки, так что можно одевать. Это, кстати, очень удобно. Реально не ищешь потом с утра, где она. Просто ее нету и одеваешь как взял. Получается у нас на вечеринку пойти. Желтые носки. Когда мы начали подлетать к Бразилии, то я был шокирован видом. Я ничего подобного в жизни не видел. Огромное количество маленьких островков. Я не мог оторваться от иллюминатора.
посадка в Сан-Паулу для дозаправки. Пока мы подъезжали к аэропорту, я думал, будем ли мы пересаживаться на другой самолет или нет. Самолет остановился, и в него начали заходить уборщицы и просто перевернули весь самолет. И причем они делали это так быстро, нам приходилось только наблюдать и охуеть. После этого какой-то мужчина начал озвучивать фамилии тех, кто следует до Буэнос-Айреса. Итак, мы полетели дальше. Осталась финишная прямая, и лететь нам осталось примерно 3 часа. Просто посмотрите на эту красоту. Такой вид открывается, когда вы взлетаете из Сан-Паулу и летите в сторону Буэнос-Айреса. Осталось немного. Мы добрались до Аргентины, до Буэнос-Айреса. Пролетели 3 континента за сутки. Это полная жесть. Но случилась неприятность. Когда мы дождались наших чемоданов, мы не досчитались одного чемодана. Когда уже все забрали свои чемоданы, я понял, что что-то не так. Я подошел к сотруднице аэропорта, и она сказала, что вашего чемодана нету в грузовом отсеке. Мы попытались выяснить, где он, но она предложила лишь заполнить бланк, где можно было описать, как он выглядит, что было внутри и когда его нужно доставить и куда его нужно доставить. Такое было со мной впервые. Я еще подумал, они реально потеряли мой чемодан? Теперь о лайфхаках, о которых я говорил в начале видео. Во-первых, друзья, вам посоветую все-таки покупать возвратный обратный билет. Мы это сделали через Тинькофф и вообще никаких проблем, вернули деньги в тот же день. Второе, в Стамбуле, например, проблема с интернетом. Если у вас заблокирована турецкая симка, как у нас, то бесплатный Wi-Fi там дается всего на 1 час и на 1 документ. То есть, если вы летите с семьей, вы можете использовать любой паспорт, чтобы получить Wi-Fi на час. У нас даже с российским проканалом. Ну и в-третьих, выводите деньги с турецких карт. Самый лучший способ купить на бирже крипту за лиры прямо в аэропорту и лететь спокойно. В отдельном видео я расскажу, почему у меня заблокировали счет и что стало с моими деньгами. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить видео. А в следующем видео вы узнаете, я вам расскажу, почему мы с женой выбрали именно Аргентину. Чем нас поразила Аргентина в первые дни пребывания в столице, в Буэнос-Айресе. Как нас обманули в отеле, а потом еще и в ресторане. И поделюсь своими общими впечатлениями, каково это лететь с беременной женой более 20 часов в небе. Поэтому не пропустите заключительную часть моего большого переезда.